Всем доброго вечера, друзья мои. Вы знаете, никак не могла собраться снять этот видеоролик, даже хочу серию таких лекций снять. Вот для чего приходят в нашу жизнь недруги? Врагами назвать нельзя всех подряд, потому что враг – это равная тебе сила, равносильная, то есть равносильный человек, равносильная личность. Враг – это тот, который может тебе навредить физически, морально, опозорить твое имя, каких-то скелетов из шкафа вытащить и показать миру то, что ты не хотела бы, чтобы люди знали. Поэтому называть врагами всех подряд не стоит. К этому отнеситесь очень трепетно и очень осторожно. Недруги. Есть твой друг, есть недруг. Завистники. Новое слово современное. Хейтеры. В своей такой обширной лекции «Враги» я объяснила, для чего приходят подобные личности в нашу жизнь. И на что они делают акцент. Первое. Это не дать твоей нервной системе отдохнуть. То есть постоянно тебя клевать, постоянно, все время напоминать о себе, все время питать тебя отрицательными эмоциями. Второе. Перекричать правду. Как можно больше говорить, больше сброс отрицательной, лживой, ложной информации, чтобы создать о тебе плохое мнение, но и посеять сомнения насчет тебя и твоей деятельности. Я вам хочу сказать и повторить, что единственная цель таких людей, когда вообще говорят вам, не обращай внимания, да ничего не говори, да зачем тебе это надо, пройдите там, плюньте, забудьте и так далее. Это могут сказать только глупые люди, потому что ни одна зависть, ни одна травля не заканчивается просто разговором. Просто завистью, просто словами, просто каким-то мнением и прочее. Она всегда перерастает в нечто большее. Все подобные личности в глубине души хотят быть вами. Но поскольку они понимают, что вами быть им не суждено, они хотят обнулить вас, чтобы им стало легче. На вашем фоне они себя чувствуют ничтожными. Они ведь не добились того, чего добились вы, хотя они хотели в этой сфере того же добиться. И чтобы успокоить себя, свою совесть, если она есть, не выглядеть проигрышным таким на вашем фоне, они должны вас принизить до своего уровня. Вывести, оскорблять, чтобы вы взамен начали говорить. Такие люди потом, вот, например, выводят кого-то, начинают затрагивать самое святое, понимая, что задевает этого человека, или предполагая, что это заденет. Каждый же судит по себе. И когда поворачивается и начинается обратная сторона, то есть их ставят на место, они начинают из себя корчить жертву. Это очень удобно. И, по сути, люди забывают изначально, кто начал, кто был виноват, и начинают говорить, мол, зачем эти разборки, для чего. Смотрите, травят того человека, вообще травля, что такое? Это когда коллективно бегают за одним, да, охотятся за одним. Вас травят, если вы позволяете себя травить. То есть, если вы бежите от них. Если вы пытаетесь спрятаться. Если вы переживаете, и они видят это, они будут дальше это делать. Когда стая шакалов бежит за львом, если лев убегает,
шакалов становится больше, они начинают верить в свою силу. Если лев поворачивается и начинает их рвать, они с визгом и криком убегают. Поэтому если вы будете реагировать правильно, не то, что не реагировать или реагировать постоянно, а правильно реагировать, то эта стая шакалов, она будет просто с криком, визгом убегать. Сильные люди за себя стоят в одиночку. Слабые существа прижимаются друг к другу. Они готовы друг друга восхвалять, друг в друге признать каких-то великих знатоков любой сферы, неважно. Даже если они понимают, что они на самом деле ничего не стоят, что они никогда не добились и не добьются того, кого они критикуют. Но они будут это делать. Как говорил, по-моему, Руссо, философ, завистливые люди критикуют тех, до кого им никогда не дойти, и обсуждают то, о чем они не имеют никакого представления. Но они обсуждают это. И цель таких людей тебя убить физически. Они понимают, что физически идти тебя уничтожить – это криминал, за это можно сесть. Но они хотят довести тебя до смерти. И это факт. Никогда не думайте, что они на этом остановятся. Таким людям причиняет физическую боль твой успех. Им плохо. Им плохо физически, морально. И только тогда их отпускают, и тогда им становится хорошо, когда они причиняют тебе боль, как им кажется. Когда они хотя бы пытаются как-то нагадить на твое имя, на твою жизнь. Когда человек допускает до себя зависть, он всецело посвящает свою жизнь, свои ресурсы тому человеку, за которым охотится. Чью жизнь, то есть жизнь другого человека для него становится важнее своей. И такие люди впускают внутрь себя темную силу. И эта темная сила начинает сводить их с ума. Если вы заметили, если кого-то преследует, я вообще говорю не о себе, вообще любого человека, кто-то преследует, он не останавливается на том, что вот один раз, два раза сказал и все. Он просто посвящает свою жизнь этому человеку. Если вы день и ночь интересуетесь жизнью этого человека, во всех соцсетях ищите каких-то старых его друзей, врагов. Конечно, вы очень много узнаете шиворот на выворот, потому что ни один враг или бывший друг, которого выкинули за то, что устали просто помогать, вам ничего хорошего не скажет. Конечно же, они себя оправдают, а тебя, значит, обольют помоями. Преследовать ведьму очень чревато. Те, которые меня преследовали, многих из них нет живых. Многих, потому что таких хейтерских компаний было много. Многих действительно физически нет живых в этом мире уже. Многие ушли, кто-то стал инвалидом, у кого-то что-то случилось. Кого-то я наказала сама, кого-то наказали силы, которые вокруг меня. Этим силам не нужно, чтобы кто-то меня отвлекал от моей работы, от того процесса, ради которого я пришла в этот мир. И они очень жестоко наказывают тех, кто лезет и начинает мне мешать. Многие из них многого лишились, но есть такое выражение: медведь от своего страха орет. Знаете, есть такая порода существ, что когда даже они в гробу будут лежать, они будут кричать и говорить о том, что у них все хорошо. Им кажется, что если они еще дышат, значит, значит, все хорошо, обошлось. Но ведь жизнь – это не только кушать, пить и в туалет ходить. Жизнь – это чувствовать полноценность жизни. Но, положа руку на сердце, скажите, человек, который живет полноценной жизнью, своей жизнью, он будет каждый день снимать что-то про тебя, копаться в каких-то твоих прошлом каком-то и прочее. Нет, конечно. Это говорит о том, что этим людям очень тяжело. Я смотрю на таких людей, наверное, взглядом своей мудрости. Я понимаю, что такие были несколько лет. Во-первых, они пользуются тем, что ты человек занятый. И ты не считаешь нужным, не видишь в них ни конкурентов, ни какую-то там опасность и серьезные какие-то там
телодвижения. То есть ты не видишь в них врагов, ты просто над ними смеешься. И поэтому они долго этим пользуются. Но история показала, что вот так пару лет, потом начинается очень страшно в жизни. И многие мои зрители это наблюдали. У кого-то безумие, у кого-то лишение в жизни, у кого-то смерти в семье. Но эти люди, они настолько одержимы идеей тебя победить, что они не понимают, что пока они заняты твоей жизнью, их жизнь за их спиной рушится. Теперь, что я решила сделать? Вы знаете, друзья мои, можно, конечно, не обращать на это внимания, плюнуть. И вообще легковерные люди, которые будут ходить и верить всяким таким ничтожествам, они мне и не нужны. Я за их мнение не борюсь. Но я хочу сказать, вот поблагодарить таких существ, с одной стороны. Во-первых, они, когда пишут под всеми роликами везде, вот есть такая Инга Хосроева, вот, посмотрите, сделайте там про нее, снимите, они привлекают внимание к моей персоне. И очень многие так пришли, у меня остались. Во-вторых, когда тебе говорят очень много, как Раневская сказала, про вас столько плохого слышала, что я уверена, что вы замечательный человек. Когда говорят, Хосроева, вот она такая, Хосроева, вот это. Наверное, человек, который это слушает, да, слышит, смотрит, думает, слушайте, надо посмотреть, что это за чудовище такое страшное, женщина, надо глянуть. И многие так пришли и остались на моем канале. Первое. Они делают бесплатную рекламу. Реально так. Некоторые заказывают специально такую рекламу, а на меня бесплатно пашут. Второе. Сила дает мне возможность оттачивать свое мастерство. Через таких людей. Я же их наказываю. Со временем я понимаю самые легкие, самые эффективные варианты наказать таких людей. Оно действует, работает. Потом. Закаляется характер человека. Он перестает реагировать на это все. Если человек не получал, то есть подобные, да, гадости в свой адрес, то, естественно, со временем он становится очень чувствительный ко всякой этой гадости, ко всяким грязным словам и прочему. Он слабее становится. То есть он не закаляется в боях, потому что, как говорят, бриллиант создается, то есть не бриллиант, а алмаз создается при очень сильном давлении. Твой характер формируется. Хочу сказать, вообще, между прочим, это вступительное слово буду ставить перед каждой лекцией о них. Поэтому я эту часть сохраню и каждый раз буду просто такое предисловие, если кто забыл. Критика. Что такое критика? Критика – это здоровая оценка способностей человека с целью улучшить его работу, предлагая, как говорят, критикуя, предлагая. Предлагал я более правильный, лучший вариант, но критика адекватно и правильно только если тот человек, который дает совет, сам является профессионалом этого дела, в этой сфере. То есть, если я сейчас пойду и буду критиковать врача, что он плохо оперирует, меня пошлют на 3 буквы и будут правы. Почему? Потому что я не врач, я не оперировала, я не заканчивала медицинский, у меня нету стажа за спиной, у меня нет своих заслуг, а я иду и говорю, а вот этот врач очень плохой, мне так кажется, я так думаю, верьте мне. Когда у тебя спрашивают, а твои заслуги где? А как ты можешь доказать, что ты в этом что-то понимаешь? Я говорю, я ничего никому доказывать не собираюсь, но я говорю, что этот врач плохо оперирует. Все, вот так хочу. Я имею право критиковать? Нет. Ты имеешь право критиковать только в том случае, когда сам в этой сфере добился очень больших высот, и ты с высоты полета своих знаний, своего опыта и своего имени заслуженного можешь дать совет, объяснить и исправить работу человека, предложить
лучший вариант. Просто в нашем мире вот этот дерьмомес называют критикой. Оскорблять человека, лезть в его семейную жизнь и так далее. Это я просто критикую. Имею право. Нет. Я как человек, знаете, как один из самых неординарных знаков, да, зодиака, Водолей, будучи, как бы сказать, стратегом. Я всегда говорила вам, друзья мои, отнимайте все козыри своих врагов. Всегда. Когда я поняла, что они уже распространяют о том, что на самом деле у меня нет глаза, я и не скрывала, просто не говорила об этом, избегала, была не готова еще к этому. Я просто показала на весь мир, и все. Да, у меня нет глаза. Все, я живу полноценной жизнью. Даже лучше, чем вы со своими 2 глазами. Что дальше скажете? Еще что-то, еще. Отнимайте, забирайте козыри у своих врагов. Они хотят. Вы пришли за ответами? Нет. Вы пришли за правдой? Нет. Вы пришли облить дерьмом мою работу, мои заслуги. Вы, будучи никем, выступая из каких-то темных экранов, не показывая некоторые своего лица, вы хотите, вы что-то высказываете по поводу моей работы. При всем том, что все, что вы узнали о магии, вы узнали у меня. Очень интересно. Сказанное тобой будет использовано против вас, называется. Но я человек демократичный. Тем более, что вы обновляете. Вы же такие великие мои фанаты. Вы ходите, вы смотрите все старые, новые лекции. И я рада, что вы так интересуетесь моей работой, вы так переживаете за меня, за мою работу. Вы пришли за ответами? Хорошо. Я сегодня дам вам ответы. Если честно, вот превозмогая отвращение, их слушать невозможно, это оскорбляет мой слух. Потому что я понимаю, есть люди там говорят с акцентом, да, дело не в этом. Дело в том, что когда беспросветная тупость и темнота, наученная кем-то где-то умным словам, приходит учить тебя чему-то, что-то говорить, критикует твою работу человек, который ни одну книгу в жизни не прочитал. Помните, да, Шарикову? И ты в присутствии 2 людей с университетским образованием позволяешь себе давать советы и космического масштаба, и космической же глупости. Вот против космической глупости умный человек иногда робеет, правда. Когда вот это базарный гонор на наглеже, понимаешь? Вот, а что ты мне кажете? Это разве не так? Это же так было. Это же... И ты думаешь, вот сесть и тебе объяснять, начиная с 1 класса до сегодняшнего дня, всю программу школы, института, как мне тебе, темному существу, в которой в голове торричельская пустота, о чем мне говорить? То, что ты говоришь, даже не твои слова, где-то взятые. Каких-то практиков приглашают, которые себя не показывают. Вот сейчас эти практики что-то скажут. И ты слушаешь вот эту вот тьмучую, понимаете, эту тупость несусветную. И ты думаешь, мне, умному человеку, сейчас сесть и объяснить? Нет, умный человек им объяснять ничего не будет, тем более, что это бесполезно, там нечем слушать, там нету серого вещества, во-первых. Там нет совести, и там нет желания узнавать правду. Там желание облить дерьмом твои заслуги, обнулить. Но поскольку я человек демократичный, давайте-ка, как мы сделаем? А мы сделаем следующим образом. Я сейчас эти вопросы, сейчас хорошо, что YouTube создал возможность не смотреть эту ерунду и не слышать их вот визгливый вот этот базарный гонор, а внизу нажимаешь, и есть там полное описание ролика, о чем там сказано. И я
выписала определенный вопрос. Это первая часть. Там очень много вопросов, очень они интересующиеся люди. Поэтому я выписала определенную часть вопросов на сегодня. Вот вопросы моих критиканов и мои ответы. И вам полезно будет слышать. Вот я сейчас достаю свой сапог, а вы достаньте свои прекрасные рожи. Сейчас буду отходить сапогом. Да. Господа Шариковы, мои дорогие. Конечно, вы университетов не кончали. Зачем вам заканчивать университеты, если можно просто сесть и на тупости своей ехать вперед? Итак, отвечаю своим критиканам. Начинаем. Какие вопросы их сильно волнуют насчет меня? Моей работы и вообще обо всем. Вот я выписала одну часть, там несколько вопросов. Буду сейчас озвучивать. И эта серия будет продолжаться. Вы прослушайте внимательно. Вы же пришли за ответами, вы же очень сильно переживаете за людей. Я вам скажу, основная причина, по которой я снимаю это чтобы дать вам харю от имени моих зрителей, которых вы пытаетесь принизить, что они такие тупые, сидят, слушают, меняют свою жизнь. Вы говорите такое людям самодостаточным, людям, которые учителя, врачи и прочее, что вы базарные, пустоголовые, кишлакские бабы, умнее их, а на самом деле каждый из вас писала и просилась стать ведьмой. Вы просто обиженные стая. Вот сегодня я вам дам ответ от имени моих зрителей, потому что мир так устроен, что когда ты молчишь, иногда твое молчание воспринимают, знаете, как за согласие. Вот видите, она же ничего не говорит. Если бы я жила вашей пустой жизнью, бесполезной, сутками сидела, ничем не занималась, может быть, у меня было бы время сидеть и снимать каждые 5 минут вам ролики. Но вы забывайте, что я человек занятый, в отличие от вас. И мое молчание – это не знак согласия, а презрение. Но я превозмогаю презрение и отвечаю вам. Дальше буду потом смотреть эти тексты. Выберу. Раньше просила девушек, потому что мне было омерзительно заходить на ваши грязные каналы. Но сейчас сама лично буду заходить, смотреть эти вопросы и отвечу. И несколько серий сниму. Кстати, спасибо вам большое. Заодно вы обновили эти вопросы. Может, кому-то интересно из моих зрителей, мало ли. Пусть они тоже послушают. Поехали. Да, кстати, поехали тоже мое слово, свистнутое вами. А что у вас своего есть? Дорогие люди, поехали. Написать большими буквами. Что-нибудь свое у вас было в жизни или нет? Начнем. Итак, часть первая. Выписала вопросы. Начнем какие? Значит, первое, самое главное, что им хочется обсудить. Знаете, когда человек выставляет свои откровения, даже врага уважают за откровение. Откровение – это когда человек все эти страдания прошел. Сильный человек страдает молча, никого не беспокоит своими страданиями. Когда он это все прошел, решил, он пытается другим помочь, предостеречь, посоветовать. Он уже прошел. Откровение – это не крик о помощи. Это не беспокойство других людей. Откровение – это рассказ о своей жизни. И только достойный человек понимает откровение правильно. А ничтожество, шакалей натуры, всегда пытаются высмеивать откровение. То есть человек открыл,
свои трудности, свою пройденную жизнь, и вот шакалья вот натура, и вот смотрите, что у нее было, видите, а я вам говорила у нее, чем, вот, посмотрите, у нее там это. И тем самым вызывает отвращение у нормальных людей, потому что у всех сильных людей были ужасно страшные испытания. Тем самым они и стали сильными людьми, что прошли эти испытания. Только так приходит мудрость к человеку, если человек достойно проходит испытания. Вы знаете, я с юных лет, а если вы читали, смотрели, многие сделали клипы с моими стихами, которые я написала 15 лет. Понимают, что я была очень зрелой личностью еще с малых лет. Читать, писать я научилась в очень раннем возрасте. Вот уже 5-й год шел, вот 4-5 вот в этом возрасте я научилась писать. И писала, да. Реально писала имена, потому что мои бабушки, дедушки со мной сидели, они мне читали. Вообще дети, которые выросли с бабушками, дедушками, как ни странно, очень умные. Так вот. Я представляла жизнь как игру. Вот ты играешь в какую-то игру, и тебе говорят, тебе нужно пройти вот такие испытания, дойти вот до такой-то башни, и тогда ты станешь королевой. Если ты проходишь немного испытаний, ты остаешься пажем, то есть ты паж. Если ты в начале игры решил, что тебе достаточно, вот ты завоевал одну башню, значит, ты крестьянин, вот тебе дали там малое какое-то. Это не говорит о том, что у крестьян, знаете, ерунда, у них не жизнь. Нет. Это точно так же мы не переносим сейчас в жизнь. И ты для себя решаешь. Я буду проходить эти испытания. Я хочу завоевать башню и там быть королем или королевой. Жизнь, она так создана. Кто-то решает на полпути остановиться, мне этого достаточно. Все. Я вот вышла замуж, родила детей, муж работает, я там в школу не закончила, ничего страшного. Как-нибудь со своей компанией, ха-ха, хи-хи, одну книгу прочитала, мне этого хватит. Не собираюсь я никуда ходить, ничему учиться. Я и так хорошо живу, пусть другие там идут и им учиться. Зачем мне дальше идти? Все, это твой выбор. Ты можешь здесь встать и остановиться на этом. Кто-то дальше хочет идти. Кто-то говорит, я и семью создам, и дети у меня будут, но я хочу карьеру строить, я хочу самоутвердиться в жизни, я хочу хорошо жить, я хочу с мужем бизнес построить. Значит, ты дальше идешь завоевывать эти башни, следовательно, ты пройдешь много других испытаний. А это очень непросто. Когда человек хочет чего-то достигнуть, он должен перешагнуть через свой комфорт. И вот те, которые не захотели дальше перешагивать и решили, что на этом им хватит, они начинают, знаете, каждая лягушка свое болото хвалит. Они начинают хвалить себя, свою жизнь, как они правильно сделали, не то, что некоторые. Деньги хотят, славы, зачем мне это надо, мне это вот у меня вот дети, муж работает, мне хватит. Они на этом остановились, но им обидно. Они хотели бы быть в этой башне, быть королевами, но они не хотят преодолевать эти трудности. Поэтому они начинают кидать камни на тех, кто преодолевает и идет вперед. Жизнь – это вот игра. На этой доске эти башни. Сколько их завоюешь, настолько у тебя и будет. И вот кто прошел до этой башни, он знает, что вся его дорога будет усыпана страданиями и болью. Но он готов перетерпеть, чтобы дойти до этой башни. И вот на этих башнях сидят короли и королевы. Это так условно. Люди, которые себя нашли в своей жизни, они властвуют в своей судьбе. Хороший ли он стал повар, трудностями, переездами, стал ли он модельером,
стал ли он парикмахером, там, стилистом хорошим, стал ли хорошим преподавателем, лектором, неважно. Но он властвует в своей жизни, он уже король. Вот в своей башне. Башня – это жизнь, да, ту жизнь, которую он хотел. И вот, сидя на этой башне, друг на друга, глядя, эти короли и королевы, они друг друга уважают. Почему? Потому что они знают, чего стоило каждому из них дойти до этой башни. В начале игры маленькие башенки, завоевать которые было не так трудно. В этих башенках тоже сидят определенные люди. И они, глядя друг на друга, понимают, что они слабые. Они не добились того, чего добились вот эти там сидящие. И их единственное утешение – это облить дерьмом вот тех, которые там на той башне сидят, которые прошли огонь, воду, змей, чудовищ там и так далее. Понимаете, о чем речь? Жизнь так устроена, когда кто-то посвящает себя своей работе, своему труду и чего-то добивается, те, которые ничего не добились, оттуда говорят, мол, если ты такая сильная, чего ж ты так столько трудностей прошла? Потому что они дальше своей этой башенки не двинулись, не хотели прилагать усилий. Но кто-то пошел, у кого-то хватило храбрости, тот пошел дальше завоевывать. Страдание. Самая большая глупость говорить о том, что ведьмы... Вот если ты ведьма, почему ты страдала? Почему твои боги тебе не помогали? Если бы мои боги мне не помогали, я бы не дошла до этого дня. Я лежала бы в земле. Или квакала бы, как ты, сидя в чужой даче. Вот. Мои боги меня рабом не звали. Они мне помогали и сопровождали, и доводили. Помогали пройти эти испытания и получить. Мои страдания не напрасны. Они закалили во мне характер, мудрость. Они дали мне то видение мира, которое таким, как ты, не присуще. Ванга, которая вследствие насилия была ослеплена, но, уважая ее, придумали легенду, мол, попала, значит, во время смерча вышла из дома, и вот из-за этого у нее там эти глаза были, посыпала туда песок, и глаза были потеряны. Из-за этого глаза не теряются. Они были выколоты тупым предметом, камнем или стеклом. Бил насильник, чтобы девочка его не узнала. Потом она прошла тюрьму во время коммунистов из-за того, что предвидела смерть Сталина. Жила в очень страшной бедности. Была сиротой. 2 раза стала сиротой. И мать умерла, и добрая мачеха ушла. Детей воспитывала, помогала отцу. Слепая женщина, но стала всемирно известной, оставила свое имя. По-вашему, Ванга была несчастный, проклятый человек? Нет. Силы метят людей, которых выбирают. Много таких случаев, мы не будем сейчас об этом говорить, но большинство людей силы прошли страшные испытания. Та самая Ленорман была хромоножка. У нее еще одно плечо было выше, одно ниже. Ее дразнили. Она день и ночь проводила в библиотеках. В ней эта сила была изначально. Но потом со временем оно увеличилось, и она своими знаниями добилась того, что ее заметили. Она жила очень богато, ее очень уважали и прочее. Можно ли сказать, что боги не любили ее, или что если человек сильный, то он не должен страдать? Вы знаете, по логике таких существ, ведьма – это рожденная в семье олигархов, пыщущее здоровье, деньги, бриллианты, муж любит, все у нее хорошо,
А на кой черт ей помогать людям, если она не прошла эту боль в жизни, не знает, каково это быть беспомощным перед лицом судьбы? Откуда у нее наберется мудрость, любовь к людям? Откуда она будет чувствовать каждого человека и боль каждого человека на своей шкуре испытывать? Потому что она прошла все. Она все на себе испытала, но выжила и знает, как надо выживать. Она поняла, ей это дали, это понимание. Поэтому самая большая глупость со стороны этих людей говорить о том, что ведьма, если бы она была ведьма, она бы не страдала, а у нее все было бы хорошо. Вы глупые, реально. Вы очень примитивные приматы. И я даже не знаю, как вам можно объяснить. Вы не понимаете, почему я не озлобилась на те силы, которые мне... А почему я должна озлобляться? Они мне столько дали в жизни. Я счастливый человек. Почему я должна озлобляться на них? За испытания? Ну и что? Я же прошла их. Они же мне помогли их пройти. Зато я сейчас ценю то, что у меня есть. Значит, взяли мои откровения, выставили и разбирают, что было не так, а вот так было. Понимаете, это так смешно. Они лучше меня знают мою жизнь. Лучше меня. Как чего было. Значит, я вам скажу, что откровения способны на весь мир снять, рассказать и говорить о своей жизни только сильные личности. Это говорит не о моей слабости, а о моей силе. Далее. 4 года она была в плену. Где я сказала, что я 4 года была в плену? Покажите мне это место. Я в своем откровении, что было в Москве, я говорила, что 4 года меня преследовали. Это действительно так. Я прошла ад. Но я так и назвала мой ад в Москве. Кому интересно, откройте, посмотрите. Вы говорите абсолютную глупость. Даже если бы была в плену, это не делает меня хуже. Вы глупые, просто безмозглые бабы, правда. Они считают, что если я прошла такие страшные испытания, так это говорит о том, что я плохая. У меня нет слов. Она одним чемоданом приехала в Москву. Все правильно. Одним чемоданом приехала в Москву. Сейчас у меня есть многое. Не все, я не самый богатый человек. И так. Я средний живущий человек. Ведьмы никогда не живут архибогато. Потому что они тратят свое время, свои силы. Они живут в достатке. Силы дают им достаток. Вот я хочу что-то купить, вот такое вот крупная покупка. Я прошу, и они мне дадут за короткое время собрать и купить. Но поскольку я трачу свое время, силы, я работаю для того, чтобы был результат, конечно же, больших денег я же не принимаю в день по 50 человек. Я не превратила себя в станок для зарабатывания денег. Понятное дело, что есть дары, благодарности людей, что есть благодарность в денежном эквиваленте. И я работаю, и книги мои. Они вот это все обеспечивают мне достаток. Я могу хорошо жить и другим помочь. Но сказать, что я богатейший человек, архибогатый человек, это смешно. Я даже не богатый человек. Я живу просто в достатке. Потому что я очень много работаю. И это нормально. Если бы я была поваром, я бы тоже жила в достатке. Потому что я бы много работала. Я была бы незаменимый шеф-повар. Меня бы приглашали на там такие-то банкеты. Я знаю, что я в любой сфере нашла бы себя. И тоже жила бы в достатке. Может, даже богаче, чем сейчас. И здоровее. Потому что не пропускала бы через себя чужие бедствия. О чем мы говорим? Далее. О темных духах. Угу. Итак, темные духи. Вот я обращаюсь к темным духам, и люди обращаются к темным духам. Боюсь вас разочаровать. У меня голос немного сел. Но в мироздании нет светлых сил.
Это мы условно их делим на светлые и темные. В мироздании темные духи и злые духи. И даже те силы в христианстве и в исламе точно такие же темные. Почему? Потому что они и наказывают, и поощряют. Это темные силы. Темное не означает зло. Не надо путать с черными духами, там, злыми духами. Темное означает тайные, закрытые, силы, которые показываются избранным, не всем. То есть это тайные, закрытые для неизбранных глаз силы, темные силы. Поэтому все силы, к которым вы обращаетесь, они темные. Просто некоторые из них дают вам добро, некоторые зло. Но они способны и на то, и на то. Что попросите, то получите. Как себя поведете с ними, так они к вам и отнесутся. Тот же домовой может быть и темной силой, душить, бить и не давать жизни, и светлой силой хранить, охранять, помогать и прочее. Мне очень жаль, что вы не читали ни одной книги, и не просвещенные люди, от слова совсем. Поэтому на пальцах объяснять вам, что светлых сил на земле не существует, никак не могу. Все силы темные. Все силы тайные, таинственные. Они открываются только своим жрецам и проводникам, так называемым, тем, кто их волю диктует и передает, который является мостом между людьми и духами. Точно так же, как и нет светлых людей. Мы все темные. Мы можем и хорошее делать, и плохое. Просто в ком-то доброе больше, в ком-то меньше. Те же добрые духи точно такие же темные. Потому что добрые духи могут быть добры к тебе, но могут наказать твоего врага ради тебя. Потому что они добрые и тебя защищают. Самое отвратительное в этой ситуации, когда правду переворачивают вверх ногами. Рассчитываю на то, что у меня огромное количество роликов, лекций, пока люди дойдут и доберутся, можно как-то перевернуть, понимаете, все. Прекрасно они осознают, что они врут, но совесть – это путеводитель человека, это голос богов в человеке. Если человек один раз переступил через свою совесть, он всегда будет переступать, потому что он привык так жить. Теперь, мои критиканы некоторые говорят о том, что я специально говорю людям, проводите ритуалы, много заговоров. Мол, она говорит, проводите 50 ритуалов, которые из них энергетически совпадет. Пока вы проводите эти 50 ритуалов 50 дней к ряду, ваша проблема и так решается, а вы думаете, что это ритуал вам помог. Значит, никогда в жизни я не говорила, что для того, чтобы получить результат, надо проводить 50 ритуалов, 40 лет и так далее. Ритуал, заговор, когда я даю, я как раз говорю, что я создаю уникальные работы, не связанные с Луной, с какой-то там, с каким-то временем года или какой определенный день надо проводить. Почему? Потому что когда человеку нужна помощь срочно, сейчас защита, он не будет ждать месяц, пока Луна будет подходящей. Или если нужны деньги, он не может долго ждать, пока придет там какой-то определенный день. Это говорит о том, что я создаю такие работы, которые помогают очень быстро. Но я говорю, что надо часто проводить, чтобы усилить свою связь с этими силами, чтобы
Если они один раз пришли, помогли через 2 дня, в следующий раз они помогут через 2 минуты. То есть поэтому надо проводить. Почему их разные ритуалы, разных энергий, разных народностей и прочее? Потому что очень может быть, что ты провела ритуал, он тебе помог, и вдруг ты выбираешь еще один ритуал, а он помогает 3 раза лучше. Потому что он совпал энергетически с тобой. Все эти ритуалы помогают любому человеку. Не надо 50 раз проводить, 50 дней проводить. Грош цена ритуалу, который надо 50 дней проводить, чтобы вот та проблема, которая сейчас, решилась. Я понимаю, что очень нравится перевернуть все, оболгать. Это грязно, но грязь таким личностям присущи. Заговоры, ритуалы, которые люди проводят или начитывают, помогают им за короткое время. Однако, когда человек проводит несколько работ, он может заметить, что какая-то работа сильнее, намного быстрее и лучше помогает, чем другая. Кроме всего прочего, в жизни человека различные проблемы. И ритуалы разные, потому что они касаются различных проблем. И для различных проблем. Долги отдать. Человек провел ритуал и за короткое время смог отдать долги. Ухо болит. Ты не проведешь ритуал от долгов для уха. Тебе нужно провести ритуал, который, заговор начитать, который от ушной болезни, правда? Головные боли. Ты не можешь начитать заговор от ушной болезни. Ты должен читать заговор для головной боли. Поскольку человеческая жизнь состоит из множества проблем и трудностей, то ритуалы должны соответствовать этим тематикам. То есть ритуалы должны соответствовать потребностям людей. Поэтому их много. В голову не приходила такая гениальная мысля? Очень жаль. Мне кажется, эту голову мысль не посещала очень давно. Далее. Когда я вызывала дух Салахаддина, я сказала, что пробиться к душам, которые там, которые находятся под исламским эгрегором, трудно. Я не сказала невозможно, я сказала трудно. Трудно, потому что есть очень много запретов, и очень непросто пробиться туда, не потому что защита сильнее или слабее, потому что там есть определенные условия, благодаря которому ты можешь только тогда связываться с этими душами. Я сказала для ведьм, для практикующих людей. Там очень много тонкостей, объяснять очень долго, вам это и не интересно. И вот одна профессорша из Кишлака решила на этом сделать себе рекламу. Она под исламским эгрегором, поэтому ее не достать. Очень интересно, а почему тогда столько мусульман приходят, просятся на чистку, просят помощь, если их не достать? Они прекрасно достают друг друга, поверьте мне, и более всего именно они уязвимы. И джиннов друг на друга натравливают, отправляют, и начитывают, и куфар начитывают, кидают друг другу в огороды, и болеют, и умирают. Это значит, что любой эгрегор можно достать колдовством. Почему? Потому что колдовство изначально из древнего более эгрегора, более древней силы, язычества. Язычество – это эгрегор, который отдает. Новоиспеченные религии – это эгрегоры, которые забирают. Так они устроены. Вы отдаете силы, финансы, деньги, молитвы, свои эмоции, свою энергию своим религиям. А языческая вера вам отдает. Помогает, нашептали, лечит, созывайте духов, приходят, помогают, приходят, защищают. То есть поняли, да? Вот эти эгрегоры у вас забирают, а языческое эгрегор, язычество, он отдает.
Вот разница. Достать можно любого человека. А теперь слово о том, что данная особа под исламским эгрегором находится. Нет, ты не находишься под исламским эгрегором. Объясню почему. Просто праздновать праздники, стоять перед всеми молиться, дома держать Коран где-то в книжной там полке, где пылится, это не значит состоять в исламском эгрегоре. Точно так же просто крестить ребенка, носить крест или там раз в году приходить там отстоять службу, не значит состоять в христианском эгрегоре. Я хочу объяснить для таких существ. Силовое поле. Только тогда ты можешь быть под защитой какой-либо силы, если ты живешь по законам этой силы. Мы все, христиане и мусульмане, все мы, просто по нашим предкам. Просто следуют традиции. Все. И единицы реально находятся под этим эгрегором. Человек может быть там имамом, человек может быть муллой и не находиться под исламским эгрегором. Почему? Потому что его жизнь не соответствует тому, что написано в Коране или в Библии. Имеется в виду у батюшки. Религиозность и вера – разные вещи. Религиозность – это показать, это внешний показатель. Это показать себя верующим. Вера – это жить в соответствии с той религией, с той верой, которая у тебя есть. Человек, который говорит, что находится под исламским эгрегором, не имеет права вообще соприкасаться к магии. Потому что руны, которые этот человек берет в руки и говорит, что там разбирается в рунах, руны подчиняются северным богам. Если ты не веришь в богов, вообще отрицаешь их существование, ты не можешь трогать руны, поскольку это знаки северных богов. Ты не можешь трогать карты Таро, потому что это создано богами Египта, отдано жрецам, богами Египта. Ты не можешь трогать Таро тогда. Если ты действительно говоришь, что ты исповедуешь ислам, и ты находишься под эгрегором ислама. Если ты нарушаешь правила ислама, а в исламе это куфр называется, колдовство вообще запрещено, это называется работа с джиннами, то есть это изначально предательство своей религии. Чтоб ты знала, женщина, которая такая вся яростная, верующая, если ты называешь себя мусульманкой, значит, ты не имеешь права трогать Таро, потому что Таро – это изначально отданные богами Египта, жрецам Египта, то есть это поклонение богам Египта, ты пользуешься их информацией. Ты не имеешь права трогать руны, потому что руны – это инструмент богов севера, а ты не признаешь богов, у тебя один бог должен быть, по идее. Кроме всего прочего, хочу сказать, что каждая религия – это часть многобожья когда-то. Тот же самый Яхве был один из богов, и в Библии также сказано в Ветхом Завете: «Я Бог над богами, Бог твой ревнив, не признавай других богов, другие боги не должны быть выше в твоем разуме, чем Яхве» и так далее. Яхве – это часть древней культуры, языческой, многобожества. Точно так же и исламская религия. Изначально там было несколько божеств, потом откорректировали и выбрали одного бога. Хочу тебе сказать, умная женщина, в кавычках, начитанная, очень, очень знающая женщина, что это не единственный в истории, то есть не единственная попытка единобожия. Таких попыток было много. Тот же самый, например, фараон Эхнатон, который был изначально при рождении Аменхотепом, он выбрал себе имя сына Атона, он избрал главным божеством Атона, бога солнца, и начал преследовать жрецов других культов. После его смерти его зять Тутанхамон, сын или избранник Амона, вернул культ Амона обратно в Фивы. Это столица Египта того времени. То есть попытка единобожия было давно. Армянская царица Мари Луис тоже уничтожала жрецов других религий, то есть других богов, и возвышала культ
Анаит и Ваагна, пытаясь создать единобожие. Почему? Потому что древние правители понимали, что соединить, объединить народ вокруг одного бога и дать одну доктрину народу, тогда значит усилить нацию. Они так считали. И поэтому вот эти попытки единобожия с древних времен было очень много раз. В конце концов, единобожие вокруг Яхвы победило. Ну и на Востоке тоже единобожие вокруг древнего божества Иллахи. Поэтому я, когда говорю, что... Ну вот о чем говорить с людьми, которые... Ладно, там не начитаны, ну абсолютно пустые, тупые люди. Ну о чем с ними можно говорить? Вот она говорит, я под исламским эгрегором, меня не достать. У меня вопрос к тебе. Если ты под исламским эгрегором, значит, кроме Аллаха у тебя Бога быть не должно. А как ты можешь пользоваться рунами, как ты можешь пользоваться картами? Это все говорит о поклонении богам севера, востока и так далее. Я уж не говорю о других там понятиях, как заговор, ритуал. Ты не имеешь права абсолютно соприкасаться к магии, если ты мусульманка. И те, которые говорят, я христианка, в том числе. Если ты христианка, считаешь себя христианкой, именно не просто по привычке или потому, что мои предки были, и мы так и идем, как бы особо не задумываемся. Но когда ты бьешь себя в грудь и говоришь, что я под этим эгрегором, мне ничего не будет, ты говоришь абсолютную глупость. Ты не можешь быть под защитой эгрегора, нарушая все заповеди этого эгрегора. У тебя много богов, потому что ты пользуешься инструментами других богов, языческих богов. Ты пользуешься заговорами, ритуалами, следовательно, ты пользуешься язычеством, потому что это все из язычества идет. Далее, ты занимаешься колдовством, а мусульмане не имеют права заниматься колдовством. То есть ты нарушаешь все заповеди ислама. Кроме всего прочего, ты занимаешься сквернословием. В исламе это категорически запрещено женщинам, тем более. Женщинам вообще нельзя быть, вести такую общественную жизнь, еще там выходить, как что-то там говорить, лезть в чужие судьбы. А других вариантах, то, что ты творишь, я не говорю. Поэтому будьте так любезны, не смешите людей. Ты не можешь быть под защитой ислама. Ты не соблюдаешь ни один из заповедей ислама. Смешно? Да. Далее. Чуры, статуэтки, куклы и прочее, что вот они нужны или не нужны. Значит, что такое чуры, что такое изваяние богов? Это собиратели энергии. Они для чего предназначены? Для того и работают. Во-первых, тем самым ты привлекаешь это божество в свою сторону, показываешь, что ты почитаешь его, и его изображение есть у тебя дома. Эту традицию присвоило себе христианство. Иконопись, а потом в католичестве вообще статуэтки Девы Марии, Христа и прочих святых. Просто вместо богов пришли святые. Люди для чего строят, то есть для чего могилы существуют? Точно так же. Собиратели энергии. Люди подходят, смотрят фотографии, молодой погиб, ой, как жалко. Отдали часть энергии, посочувствовали, они отдали часть энергии этому человеку. Стоит статуя Пушкина. Все приходят, смотрят, кладут цветы. Великий поэт был. Вот он написал, спасибо ему большое. Вечера посвящают. Дают какую-то энергию его душе. Здесь энергию дают, определенную энергию отдают богам и получают оттуда обратное. То есть жертвуют время от времени. Далее, это показатель того, что ты присутствуешь в моей жизни, я тебя почитаю. Кроме всего прочего, это привлечь внимание этого божества в свою сторону, имея его изображение. Для чего куклы и прочее, я об этом уже говорила. Это малые крепостные называются, это фамильяры называются. Со временем они усиливаются. Ты начитала на деньги, эта кукла будет притягивать деньги. Ты начитала на защиту, придет некий дух, закрепится за этим предметом-посредником и будет защищать твой дом и тебя. Дух. Не кукла, не статуэтка, не прочее. Почему духом
легче общаться с людьми через предметы-посредники. Это поняли люди издревле, поэтому ставили у себя перед домом там какого-то защитника, хранителя дома, там женщина-мужчина, хранитель леса, вот перед лесом было изваяние, какая-то статуя. Люди испокон веков поняли, что через предмет-посредник дух выходит к ним на контакт лучше, что он закрепляется за физическим каким-то, там, поскольку это тоже физическое, живое, камень, дерево, закрепляется за этим. Ему легче так, значит, соприкасаться и контактировать людьми через предмет-посредник. Законы духовного мира не дают ему столько возможностей, чтобы он мог сам самостоятельно лично помочь. Он лучше помогает через предмет-посредник. Вы его как бы связываете с этим предметом, и он у вас остается, стоит, сторожит и так далее. Смотря для чего он пришел. Возле водоемов ставили чуры, и это было в культуре всех народов. Теперь, очень смешной такой момент, когда я там прочитала, что язычники это очень плохие были, человеческие жертвоприношения, женщин, детей, страшное дело. Да, у славян, конечно, такое не было, славяне, но тогда же разные были народы, а сейчас не разные, один народ на весь мир. Тогда же разные, а у славян же этого не было, поэтому славяне, да, может, и не знают, что жертвоприношения были, а вот... Сейчас славян Патюля научит. Наконец-то сказала это имя. Сейчас научит славян, какое там что было. Значит, жертвоприношения человеческие. Некоторые правители разрешали, некоторые запрещали, очень строго карали за это. Есть боги дарующие, есть боги смерти, есть боги зла. И жрецов богов зла всегда... то есть отстранялись всегда, пытались с ними не столкнуться. Например, в Индии есть культ Кали-Шахти, черная Шахти, черная Кали. Есть просто культ Кали, богиня смерти, смерти и жизнь, знаете ли, это как бы часть мироздания, поэтому не надо чураться, надо уважать смерть. Но есть жрецы именно злого культа Кали. И там до сих пор бывают жертвоприношения человеческие. Если это узнают, это очень наказуемо. Но это происходит, к сожалению. Есть культ злых богов, который требует жертву. Божество на островах некоторых до сих пор, например, когда рубят тысячи и тысячи буйволов, а потом их сжигают, злые духи требуют жертв. Злые боги в том числе. Есть поклонники этого культа. Иногда это делают для того, чтобы вместо людей погибли животные. Это неоспоримый факт, и мы не можем обсуждать богов, и мы не можем, как бы сказать, запрещать им брать свою жертву. Это древние силы, они с нами не считаются. Но правители их запрещали, насколько это было возможно. Задабривали их жертвоприношением животных, задабривали их как могли, вино выливали, воду и так далее, чтобы вместо крови людей. Но оно имело место быть у всех культов. Что касается славянских культов богов, славянский культ темных или злых богов, темных это так условно называем, на Руси тоже приносили в жертву. Чаще всего военнопленных, рабов и так далее. Так что, Патюля, ты плохо знаешь историю Руси, вообще историю язычества. Но, опять же, это была не традиция, и это было не принято. Это делалось тайком, это делалось так, чтобы никто не знал. И если об этом узнавали, карали. До сих пор есть культы, злые культы, которых сторонятся. Даже в Африке есть культ злых богов, скажем, и те, которые занимаются шаманизмом, колдовством, они сторонятся таких людей, их наказывают, если узнают. Но это существует, это часть мироздания, страшная вещь. С этим надо бороться. Нужно объяснять подобным личностям, что богов можно по-другому задобрить, даже богов зла. Но есть фанатичные люди. А теперь вернемся к тому, что язычники плохие, столько жертв.
Если язычники тайком приносили жертву, какое-то время при каких-то правителях было разрешено открыто, это при ацтеках, например, потом снова запрещали правители. Если в языческие времена бывали человеческие жертвоприношения, то христианство и ислам этих жертв взяли миллионы жизней за свою историю. Миллиарды. Да, наверное, миллиарды. Теперь во имя Христа крестоносцы рубили мусульман, во имя Аллаха мусульмане убивали христиан. Это все было во имя богов, их богов. Это тоже, наверное, жертвоприношение. Не так ли? Не наверное, а наверняка. Так кто больше забрал жертв? Языческие боги, их культы, которые время от времени требовали жертвы, которые приносились с большим страхом быть наказанными. Иногда только при определенных правителях это разрешалось. Или наши современные религии, которые за 2000 лет сожрали огромное количество жизней. Или католическая церковь, которая сжигала ведьм, да? Или те же самые фанатики в Ираке и в Сирии, которые отрезали головы людям с определенными криками. Поэтому давайте не будем о том, что языческие боги очень жестокие, много жертв забирали. Более жестоких богов, чем наши сейчас есть, никто еще не придумывал. И больше жертв кровавых и бесчеловечных взяли они. Пойдемте дальше. Значит, какая-то великая ведьма, которая боится, скрывает свою морду, выступила. Знаете, даже в сталинское время очень часто игнорировали. Одно время, в 1937-м, конечно, анонимные там очень любили доносы, но потом начали игнорировать анонимный донос, потому что человек, который говорит правду, он никогда себя не скрывает. Если он скрывает, он боится ответственности, следовательно, он врет. Следовательно, лукавит, следовательно, не нужно относиться к его словам серьезно. Человек скрывает себя и сидит, критикует. Смешно. Хорошо. Критикует. Значит, вот из этой всей белиберды и ерунды, и чушь собачьей, которую я прочитала, я узнала очень великую истину от ведьмы. Практика с большим стажем, очень известным, которого никто не узнал. Значит, великая ведьма сказала, что я там, значит, какие-то работы с бесами, а бесы – это враги человечества. Когда я говорю, что это люди невежественные, абсолютно тупые, темные, они обижаются. Христианская мораль. Бесы – враги человечества. Сатана, дьявол – враг человечества. Вот, дьяволы, сатаны и еще какая-то муть. Открывайте мой ролик, мою лекцию «Древо бесов» и читайте. Бесы – это как некая организация. Туда могут входить любые духи, духи любой категории. Соглашаться с какими-то определенными условиями и находиться там. Бесы могут быть и добрые, и злые, любые. Бесом может стать даже обычная душа человека, ушедшая. Это не обязательно зло или добро. Это определенные духи. Не нужно все в этой жизни делить на зло и на добро. Не нужно идеализировать правителя, не нужно его закидывать камнями, если видите его реальные поступки, достойные, которые заслуживают уважения. Мы все в жизни делим на черное и белое. Это большая глупость. Во Вселенной есть очень много различных направлений, сфер и прочее. Значит, бесы – это враги человечества. И этот человек с такой темной головой, с такими пустыми мозгами говорит о ведовстве, называет себя ведьмой, каким-то практиком, который будет разбирать мои работы. Ну, смешно просто. Значит, объясняю этому практику. Бесы не враги человечества, бесы просто духи. Они обитают всюду и везде. Их можно призвать, и их можно заманить. Они могут помочь в некоторых вопросах, могут навредить кому-то. Могут тебе навредить, если ты лезешь куда не надо.
На перекрестках обитают не только бесы, не только черти. На перекрестках обитают различные иные духи. Перекрестки – это определенные порталы, это двери в потусторонний мир. Поэтому на перекрестке оставляли монеты. Монеты – это энергия денег. Сладости – это энергия еды, то есть ароматы еды и прочие другие могли быть. На перекрестке оставляют, то есть это двери в потусторонний мир, оставляют, предположим, скинули себя что-то, оставили на перекрестке. То есть отдали потустороннему миру, отправили отсюда свои беды. И тем самым избавились от этих бед. Мне просто даже смешно обсуждать что-либо с человеком, который говорит такую ерунду. Который каких-то духов приписывает к врагам человечества. У человечества нет врагов, кроме самого себя. Человечество само себе враг. И все, что человечество делает и творит, это только по его желанию, из-за его алчности, жестокости и тупости, и темноты, темности. Никакие духи не призывают тебя убивать кого-то, грабить кого-то, насиловать. Ты сам это делаешь. Твоя грязная, конченная сущность к этому приводит. А это бабушкины сказки. Вот это сказки попов. И ведьма, вообще человек, который себя называет ведьмой, никогда не считает ни одного духа врагом человечества. Или своим врагом. И мы не бесопоклонники. Ведьмы не кланяются бесам. Бесы – это те духи, которые приходят за что-то, ради чего-то, заключая с ним какой-то договор. То есть как? Ты делаешь вот это, ты приводишь того человека или наказываешь, а я тебе приношу откуп, оставляю. Может быть, откуп кровью, например, там мясо с кровью, монеты. Или, понимаете как? Колдуны, ведьмы – это люди, которым Вселенная дала в руки определенные инструменты, возможности. Позволила многое. То есть, это тебе вот дали ключи в руки и сказали, кого хочешь, выпускай. Ты имеешь такую власть. И ты идешь и говоришь, вот ты выполни мое желание, я тебя отпускаю. Ты отслужил, и ты пойдешь восвояси. И приходит этот некий бес и служит тебе. Не обязательно кого-то уничтожить или разорить. Ты можешь попросить, например, охмури его разум, чтобы я могла ему внедрить то, что я хочу. Он бы сделал то, что я хочу, и мне нужно, те же там властимущие. А потом, когда ты это выполнишь, я получу то, что я хочу, я тебя отпускаю. Имею власть. Откуда это сказано? Имею власть. Человек рождается ведьмой. Ведьме дает возможность. И говорят, вот на этом этапе ты можешь делать то, тебе разрешается. На том этапе вот это. Это подсознательно приходит. Это не объяснить словами. И ты этому бесу говоришь. Ты выполни то, что я хочу. Ты внедри ему, чтобы он сделал, как мне хочется. Или помоги мне продать дом, например, или купить дом второй. Приведи нужного человека. Сделай так, чтобы он согласился с этой ценой. Конечно, с бесами лучше работать. Не лучше, а желательно работать практиком. Иногда есть работы, которые безобидны. Можно обычному человеку, но и то взять у опытного практика. Просто так не брать и не делать. Вот делай так, чтобы он уступил мне в цене. И он пришел, уступил. Вот ты говоришь, ты сделаешь, я получу то, что я хочу, а я тебя освобожу. Все, ты можешь идти, ты свой контракт выполнил. Все, и он уходит. Ему нужна свобода. Отсюда и вот эта вот легенда о джинне, которого отпускают, который все желания исполнил. Понимаете, все взаимосвязано. И сидит человек с умным видом, говорит, я ведьма, я практик, а бесы, говорят, враги человечества, поэтому это просто смешно. Это как сказать, демоны враги человечества, это сказать, духи кладбища враги человечества, а я с ними работаю. Вы понимаете, это банально просто бабы. Бабы, шуганутые с кухни, для которых слово бес, они падают в обморок. Там демон, их надо откачивать. И они говорят о том, что они ведьмы, и они могут обсудить и разобрать мои работы. Детский сад. Бабушка, которая сидит на лавочке. Христанутая бабушка. Бесы, это очень плохо. Ой-ой-ой. Ой, демоны, это враги человека. Ой, дьявол, это ой-ой, не дай бог никому.
Ты что, ты идите в церковь. Вот эта вот практика ведьма чуть ли не отправила меня там помолиться святому Пантелеймону. Даже говорить не о чем. И обсудить нечего эту тупую особу. Там такая тупизна льется. Вот единственное, что я запомнила, что бесы враги человечества. Я не могу их слушать. Их визжащие вот эти голоса. Знаете, голос тоже обладает энергией и силой на самом деле. Чей-то голос нравится, чей-то просто отвратителен. Голос, лишенный силы, духовной силы, он мерзок. Вот она ходит, а бесы вот это. Не могу я их слушать. А вот спасибо Ютубу, что можно нажать и просто прочитать, что они там тявкают. И вот это выбрать. Ответила тебе. Ты только в обморок не падай там. На шатырь держи у себя, когда про бесов услышишь, чтобы тут же это открыть и понюхать. Ведьма. Ой, не могу. Ритуалы. Значит, еще раз повторяю для особо умных. Есть древние ритуалы, в которых уже нет ключей, или они работают только для практиков. Если я хочу помочь, дать лучше и сильнее, я могу на основе создать свой вариант. Не взять именно оттуда все, а создать свой вариант. Назвать, например, также могу. Но свой вариант. Он не имеет ничего общего с тем вариантом, который есть. Далее. Есть ритуалы, есть заговоры, которые приходили мне подсознательно. Есть заговоры, которые я составляла. Именно на силе богов. Есть заговоры, которые я составляла, дополняя ритуал, древний ритуал какой-либо. А заговор до нас не дошел, и я дополняла. И об этом было сказано миллион раз, не хочу повторяться. Не имеет значения, как я их создаю, каким образом. Где оно мне пришло, где я взяла более древний вариант, решила, что это слабо, надо сильнее и лучше дала. Древний вариант, не авторский чей-то, прошу заметить. Когда вы идете к врачу, вам все равно, сколько раз этот врач был женат, что он любит кушать, во сколько ложиться спать. Вам главное, чтобы этот врач вас вылечил. Все. Когда человек идет к ведьме, им все равно, кого я люблю, с кем я сплю, откуда, как я этот ритуал создала. Главное, чтобы этот ритуал им помог решить их проблему. И все. Это коротко, ясно. Больше нечего тут разговаривать. Значит, мои предсказания. Вот предсказание, она там каких-то новостях. Каких новостях? Каких новостях, например, было сказано, что когда я сняла месяц назад, некоторые 2 недели с чем-то назад, да, в каких новостях было сказано, что будут землетрясения в тех местах, в которых вы даже не ожидали, и они вот происходят. В каких новостях это было написано? Они пытаются обнулить, потому что они глупые люди и не понимают, что кому-то это дано. Когда тебе ничего не дано, тебе кажется, что и другому человеку не дано ничего. Но не можешь ты представить себе, что кому-то дано, а тебе нет. И ты пытаешься это обнулить. Об этом даже говорить не о чем, потому что каждый год, к концу каждого года подводим итоги, и все, что было сказано, сбывается. Оно уже сейчас сбывается. Напоследок вам скажу вот что. Когда человек приходит ко мне, узнает о своей жизни все подробности, когда человек приходит ко мне, я начала с ним работать, у него жизнь меняется на 180 градусов, этому человеку абсолютно наплевать, что вы там говорите, как вы тявкаете, как я ем, с кем я сплю, что я делаю, абсолютно по барабану. Почему? Потому что они на себе испытали эту силу. Сколько хочешь ты говори, что это все не так и неправда. Но этот человек же увидел результат. Да, и последнее еще насчет моего отца. Опять этот старый ролик, старую шарманку, крутим эту ерунду. Значит, Инга Хосроева, мой творческий псевдоним, об этом было сказано. Нигде, никогда это не скрывалось. Когда человек приходит в иную жизнь, он оставляет прежнюю жизнь, начинает новую. Он берет новое имя. Как берут новое имя монахи, берут новое имя колдуны, шаманы берут себе новое духовное имя, называется. Я взяла имя, которым меня бабушка моя называла в детстве, Ингули, Инга. И поскольку мы от царя Хосрова происходим, я взяла Хосроева.
адаптировала фамилию под более вот русское, да, европейское, чтобы легче было произносить и говорить. Далее. Значит, мой отец работал в Ванадзорском театре. У меня даже в том телефоне есть человек, мне писала, она узнала своего отца на фотографии во время спектакля и удивилась и обрадовалась, что, оказывается, они коллеги, и она узнала моего отца. Он был актером, он там работал в этом театре где-то 5-6 лет. То, что о нем сейчас нет, значит, среди актеров театра не написано, так это театр очень старинный. Там сотни тысяч актеров играли в свое время. В разное время, в разные века. Про всех надо писать. Они пишут ту труппу, которая в данный момент существует. Может быть, там заслуженные артисты, которые когда-то играли, они тоже пишут. Но всех актеров там не пишут. А может быть, у них в архивах это есть. Какая разница? Я показала спектакль, где играл мой отец. Значит, они влезли туда, нашли Ванадзорский театр. Рамзик Хосроев, говорит эта умная женщина. Значит, не Рамзик, а Размик. Начнем с этого. Правильно, научись читать. Писать не умеешь, хоть читать научишь. Чись. Размик, что в переводе означает воин, солдат. Это имя означает. Вот Рамзик Хосроев, я сказала, что мой отец играл в театре, а у него там другая, тоже дочь, там звали Анна, еще кто-то. А когда я сказала, что я дочь Размика Хосроева? Я о нем даже думать не думала, когда я взяла этот свой творческий псевдоним. Размик Хосроев, заслуженный артист Армении, он ассириец по национальности. Это не имеет значения, ну просто говорю. Тогда я сказала, что я его дочь. Покажите мне это место. Знаете, вот, то есть на самом деле в этот момент, когда я записалась и написала себя вот таким псевдонимом, я даже не помнила о нем, что он действительно Хосроев какой-то играл с отцом в Ванадзорском театре. Вообще не помнила о нем. Потом вспомнила, что реально, когда они это все откопали, нашли, думаю, действительно, какое совпадение, а я даже не думала. А при чем здесь он? Я что сказала, я его дочь, и поэтому давайте, что, вот к чему, зачем мне было такое говорить об этом человеке? Это мне вообще чужой человек, он коллега моего отца. Они некоторое время работали, даже играли вместе на сцене, и все. Мой отец действительно играл. А здесь он режиссер-постановщиком работал долгие годы. Причем здесь это? К чему это? Зачем мне надо кого-то обмануть? Одно время эти дуры сказали, что это Фрунзик. Я выставила фотографию. Какой Фрунзик? Это мой отец. Да, он был актер Ванадзорского театра. Мы там жили. Саритах называется вот это вот. Химзавод или что-то там такое. В общем, вот в этих местах у нас мы снимали квартиру, жили. У меня сестра была маленькая и так далее. Ну, в чем прикол, извините за выражение, за современный сленг? В чем? Вот зачем мне нужно это было придумать? С какой целью? Что Размик Хосроев, если я назову его своим отцом, значит, мне все дороги открыты, и люди мне кланятся. Вот зачем вот это мне нужно было? Какая тупость? Какая просто несусветная тупость такой ерундой заниматься? Понятия не имею, чей он отец. Нет, знаю, что у него есть там дети, сын и дочь, и этот человек для себя живет, и ко мне не имеет никакого отношения. И я никогда не говорила, что я его дочь. Однофамильцев море. Давайте любого однофамильца сейчас найдем и скажем, ой, это врет, а вот это вот его дочь, а она вот... Не... Про что вы вообще? Что за глупость? Проехали эту тупость, потому что даже обсуждать нечего. Просто так на всякий решила сказать. Я надеюсь, вы счастливы. Вы же очень хотели найти ответы на свои вопросы. Так я продолжу. Я остальное тоже заодно и своим зрителям ответила на некоторые вопросы. И от их имени дала вам сапогом по морде. Потом еще посмотрю, друзья мои, пока некогда, еще гляну, может быть, в ближайшее время еще сниму, посмотрю, что они там еще, какие у них еще гениальные вопросы ко мне по отношению к моим работам. Вот, и отвечу. Всем удачи!